7 предсказаний Стивена Хокинга о будущем Земли в ближайшие 200 лет. Стивен Хокинг, самый известный ученый со времен Альберта Эйнштейна, навсегда запомнится своим инновационным вкладом в физику и косметологию. В смысле космологию. В возрасте 21 года у него диагностировали болезнь моторных нейронов. Вместо того, чтобы принять предсказанный врачами смертный приговор, который должен был наступить через 2 года, Хокинг сильно отсрочил его и в итоге посвятил всю свою оставшуюся жизнь новым знаниям и объяснению неизвестного. Хоть он и делал вдохновляющие открытия, его взгляды на будущее Земли и ее обитателей были невероятно пессимистичными. Итак, представляем вам несколько самых ужасающих предсказаний Хокинга о том, когда и как наш мир встретит свою гибель. Начиная с номера 7. Генетически модифицированные вакцины обернутся против нас. Дипломированный гений говорил, что одна из величайших угроз человечеству исходит не из космоса, а от того, что люди создают на Земле. Поскольку ученые начали использовать генетически модифицированные вирусы для лечения человеческих заболеваний, они также нашли им другие возможности применения. Например, исследователи создавали вирус, убивающий клетки рака, однако в итоге получился другой, способный бороться с алкоголизмом с помощью введения определенной информации в нейроны, контролирующие желание алкоголика пить. Также в наши дни фармацевты объединяют несколько смертельных вирусов в один и даже смешивают ДНК. Возьмем, например, вакцину Ротатек. Она была создана, чтобы защитить детей от ротавирусов, и многие дети получают 3 дозы еще до того, как им исполнится полгода. Но врачи не говорят, что это лекарство создано путем скрещивания ДНК человека и коровы. Более того, в течение первых 2 недель после вакцинации у младенцев в 2 раза увеличивается риск эпилептических припадков. Хотя у фармацевтов могут быть благие намерения, проблема в том, что мы все еще не до конца осознаем долгосрочный ущерб, который могут нанести подобные вакцины. Но каждый раз, когда кто-то пытается предупредить людей об их опасности, побеждает мнение большинства. Номер 6. Нашу планету захватят пришельцы. Хокинг был сторонником внеземной жизни, и он был уверен, что однажды пришельцы вторгнутся на нашу планету. И нет, к сожалению, скорее всего, они придут не с миром. Но сперва нам нужно вернуться к началу. Буквально. Скорее всего, вы слышали о теории Большого Взрыва. Нет, не о сериале, а о взрыве, благодаря которому около 13 миллиардов лет назад зародилась наша Вселенная. Хокинг пришел к другой теории, которую назвал теорией мультивселенной. Согласно ей, Вселенная, которую мы знаем, это всего лишь одна из многих вселенных, созданных иными большими взрывами. По сути, это параллельные вселенные, хотя до сих пор нет никаких доказательств того, что мы не единственная разумная форма жизни, с таким количеством небесных тел, галактик и вселенных есть вероятность, что пришельцы найдут нашу планету и решат тут остановиться. Скорее всего, они захотят либо уничтожить нас, либо изучить как лабораторных крыс. Или дадут нам книгу с названием «Служить человеку». Помните такую в «Сумеречной зоне»? Номер 5. Вселенной придет конец. В своей последней работе «Плавный выход из вечной инфляции», законченной всего за 2 недели до его смерти, Хокинг предсказал, что наша Вселенная в конечном итоге растворится в темноте, поскольку у звезд закончится энергия. И он предупредил, что если мы хотим выжить, нам нужно срочно добраться до других вселенных. Номер 4. Роботы заменят людей. Хотя жизнь Хокинга по сути зависела от искусственного интеллекта, он совершенно ему не доверял. Однажды он сказал, что это худшее изобретение в истории нашей цивилизации, поскольку, скорее всего, оно полностью заменит людей. Несмотря на то, что искусственный интеллект, который есть у нас сегодня, чрезвычайно полезен, Хокинг предупредил, что дальнейшее развитие этих технологий может стать фатальной ошибкой, если мы не будем помнить о возможных рисках. Он предсказал, что как только люди разовьют искусственный интеллект, он сам начнет расти со всевозрастающей скоростью.
В итоге эта новая форма жизни может перехитрить и превзойти людей, или, что еще хуже, решит от нас избавиться. Хокинг был уверен, что не существует особой разницы между тем, на что способен человеческий мозг, и тем, чего может достичь искусственный интеллект. Гению легко говорить. Несмотря на такое серьезное предупреждение, люди продолжают вкладывать все больше и больше инвестиций в развитие этих технологий. Номер 3. Ядерное оружие уничтожит человечество. Хокинг считал, что агрессия и иррациональное поведение – это худшие черты человека. Если мы не изменимся, то просто уничтожим сами себя. Тем не менее, признаков ослабления конфликта не видно до сих пор. Так что развитие военных технологий и оружия массового поражения может привести нас к катастрофическим последствиям, которые будут означать конец мира. Номер 2. Нам придется найти для жизни другую планету. По словам Хокинга, нам нужно найти другую планету для жизни в течение следующих 100 лет. В противном случае мы вымрем как вид, поскольку Земля уже достигла точки невозврата. Чтобы спастись от таких проблем, как перенаселение и, как следствие, нехватка ресурсов, пандемии и загрязнения, нам нужно открыть новые миры и стать мультипланетным видом. Так какие же у нас есть варианты на роль обитаемых двойников Земли? Хотя у Луны нет атмосферы, это ближайший небесный объект к нашей планете, на котором есть огромные запасы природных ресурсов. Кроме того, на ее поверхности есть лавовые трубы, которые могут стать идеальным местом для постройки первых человеческих колоний. Однако на Луне экстремальная сейсмическая активность, и редкие местные лунотрясения могут достигать 5,5 баллов по шкале Рихтера. Такие сильные толчки могут быть достаточно мощными, чтобы разрушать здания и другие сооружения. Марс со своей токсичной почвой, пробирающим до костей холодом и непригодной для дыхания атмосферой, явно не является нашим следующим идеальным пристанищем. Но вдумчивый подход к сооружению хорошо защищенных космических баз может привести человечество к начальному этапу колонизации Красной планеты. Церера – это карликовая планета, расположенная в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Астрономы полагают, что она может на 25% состоять из воды. Хорошие новости для людей, живущих на планете, где вода покрывает сушу на 71%. Церера даже считалась потенциальным местом забора воды для дальних космических миссий. Однако, если бы мы там жили, из-за отсутствия атмосферы мы не смогли бы наблюдать смену погоды и цветное небо. Облом! Четвертый по величине спутник Юпитера – Европа, покрыт ледяной коркой, которая может скрывать целые океаны воды. С другой стороны, ее постоянно омывает смертельной радиацией, при которой люди не смогут выжить. К тому же там невыносимо холодно. Титан, самый большой спутник Сатурна, тоже мог бы стать потенциальной человеческой колонией. Одно из преимуществ жизни там – наличие атмосферы, которая защищает поверхность небесного тела от радиации и метеоритов. В то же время в этой атмосфере 95% азота, 5% метана и 0% той штуки, которой мы дышим – кислорода. Это как большой планетный пук. Но зато вам бы не понадобился космический костюм, чтобы гулять. Небольшой защиты от холода и дыхательной маски было бы достаточно. Сестра Земли, Кеплер-452b, находится на орбите звезды, подобной Солнцу, в 1400 световых лет от нас и выглядит в точности как наша планета. На ее поверхности даже может находиться жидкая вода. Мы просто не можем это узнать, поскольку планета практически постоянно покрыта густыми облаками. Прямо как Сан-Франциско. И еще там у нас точно были бы проблемы с вулканической активностью. Номер 1. Земля превратится в огненный шар. Великий физик также предсказал, что наша планета загорится меньше, чем через 600 лет. К тому времени Земля будет настолько перенаселена, что наше энергопотребление заставит планету гореть красным пламенем, и человеческая раса исчезнет. И все станет лучше. Хокинг добавил, что глобальное потепление приблизит условия на Земле к условиям на Венере. Средняя температура будет достигать 249 градусов по Цельсию, с неба будет идти дождь из серной кислоты, а ветра достигнут скорости до 100 метров в секунду. Жуть!
Стивен Хокинг предупредил нас, что изменение климата – это одна из наибольших опасностей, с которыми мы сталкиваемся, и мы можем ее предотвратить, если начать действовать сейчас. Определенно, нам не хочется откладывать это больше ни на секунду. Как вы думаете, какое предсказание сбудется? Какое из них кажется вам самым страшным? Напишите об этом в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео со всеми, кого вы знаете. Вся планета должна быть в курсе. Если вам понравилось, хоть и напугало, то, что вы тут увидели, нажмите лайк. А если вы хотите следить за нашими новыми видео, подпишитесь на наш канал, чтобы остаться с нами на яркой стороне жизни.